Привет, привет, друзья. Ну что, Дмитрий Гордон, он, помните, да, рассказывал про досье на Шария, которое ему передали ребята из спецслужб и общественности, я в том числе, попросили его опубликовать это досье. Ну, надо, знаете, выводить на чистую воду негодяев, но он так не опубликовал. Они его писали самостоятельно, это досье, но решили, что лучше не надо. И правильно решили. И я не держу никакого зла абсолютно на Дмитрия и больше не требую опубликовать это досье. Все, знаете, кто старое помянет, да и я отходчивый сам по себе. Я решил посмотреть на его нового гостя. Что там они сделали? Дмитрий решил шандарахнуть так, чтобы уже небу жарко стало. И пригласил человека, который учился с Путиным. Каждый преподаватель после этого должен был написать на каждого из нас характеристику, которая сводилась в последние. Там должен быть сделан вывод, можно ли этого человека использовать в разведке, а если можно, то где. Он учился в одном учебном заведении с Владимиром Путиным. Они, кстати, в этой передаче по-разному это учебное заведение называли, но не будем придираться к мелочам. Мне стало интересно. Небезызвестный Юрий Швец, гражданин Америки ныне, он давно уже уехал в Соединенные Штаты Америки, а работал до этого в КГБ. Или в КГБ. Мне приходилось читать характеристики некоторых из этих преподавателей. Потрясающе. То есть люди... Меня сходу это просто взволновало. А почему курсанту Швецу давали читать характеристики на других курсантов? Он какой-то был особенный? Или он это выдумал? Я думаю, что лучше всего это характеризует тот псевдоним, который ему там дали. Его там называли «Окурок». О, сейчас обидно, наверное, было всем путинистам. А у нас он проходил скромно и со вкусом. «Окурок». При этом у самого Юрия Швеца прозвище было Кондор, а у его товарищей там был Сокол, Бессмертный и Чингачгук. Но вы работали в США. Вы Да. много завербовали американцев? Лично вы? Мне сама постановка «много». Мне нравится эта постановка. Значит, скажи, одного, двух, трех завербовал. Он постоянно выводит на то, что кто-то плохой специалист. Путин вообще окурок. Потом до Трампа доберется. Но интересно, а сам ты, ну как? В то время, а это был самый всплеск холодной войны. Ну, если верить ему, то всплеск холодной войны пришелся на 85-й год. Окей. Но он будет рассказывать о том, что никто никого вообще не вербовал. Потому что американцы завербовать невозможно. Я тут поспорю. Завербовать гражданина США в качестве агента, это все равно, что было вот пилоту слетать, кукурузника, слетать на Луну и вернуться обратно. То есть теоретически это возможно, практически нет. В принципе, здравое зерно есть у него. Типа он говорит, что они приходили сами. Но они приходили сами, то есть их не вербовали, они сами просто приходили. Это чистая удача. Там Кристофер Бойс, тот же самый, ну, про которого даже снят художественный фильм с Шоном Пеном, да, там были такие, да, приходили. Но дело в том, что люди, которые работали на американцев, ну, со стороны Союза, они что же приходили? Приходили, причем поголовно, потому что американцам завербовать советского гражданина, это было еще сложнее. На что он выводит? Я со своим непосредственным начальником как-то... Вот я приехал в резидентуру в 1985 году, и мы пытались проследить до 15 лет до того. И что? И никто никого не вербовал, потому что американцы завербовать невозможно. В общем, оказалось, что за последние где-то, с середины 60-х до конца 80-х в США работало, порядка 15 агентов. Всего? Причем все они Пришли сами. Это бред. Эймс Олдрич, завербованный в 1985 году, не приходил сам. Нет, не приходил, и поэтому его за деньги купили, элементарно. И более того, он со своим начальником сел, и у них был список, у нас список тут советских шпионов, это 15 штук. Кому он это рассказывает? Гордону. То есть никто их не разрабатывал и не вербовал. Бредок. Это правда, что советскую резидентуру в США полностью сдал американцам Евгений Максимович Примаков? Здесь я вообще не понял пассажа этого Юрия Швеца, потому что, казалось бы, жахнет, да, сдал, высшее вообще руководство России сдавало всех, но он вдруг начинает как-то юлить. Всю
это уже не так, скажем, может, частично и так То есть далее. частично сдал. Я воздержусь, с вашего позволения, от ответа на этот вопрос, поскольку он требует... Должно пройти какое-то время, я скажу так. Зачем должно пройти какое-то время? Шандарах не сейчас, пусть эта информация всех накроет, пусть произойдет информационный ядерный взрыв. Что ты юлишь? Надо немножко... Потому что это глобальная история, ну просто глобальная история, которая должна потрясти всю Россию, даже нынешнюю. Великолепно. Пускай потрясет. Поверь, Россию лучше вот этим потрясти, чем прозвищем Путина «окурок». Но нет. Поскольку она вскроет те язвы, те пороки, о которых она даже не подозревает. О, ужас! Давай, шарахай историей. Не шарахнет. Она показывает в более широком плане, что измена, причем самая страшная, глобальная историческая измена, она всегда на самом верху. Заснуть можно от этого анонса, а он все анонсирует, ангажирует, но так и не расскажет, потому что, вы что, Россия может развалиться. Также он работает на благо России, не дай бог сказать что-то, от чего она развалится. Ну а теперь про Путина. Был ли он разведчиком? Да ладно. Он вообще не был разведчиком. То есть по результатам его изучения, по результатам его обучения в КАИ, он был признан негодным для работы в разведке, и он там не работал ни одного дня. Для того, чтобы окурок стал разведчиком, ему надо как минимум сигаретой стать. Он был отправлен обратно. Откуда он приехал, туда он был отправлен. А Дрезден? Знак в качестве утешения была такая программа сотрудников территориальных органов КГБ, так сказать, утешительная поездка, в основном в ГДР. Цель, ну, посмотреть за границу, там, съездить. То есть в туристическую путевку был отправлен, верно? Купить сервис «Мадонна». И покупал он сервис «Мадонна», просто долго не мог найти, 5 лет. Ну, Гордон, не спрашивай. Цейсовскую оптику, фотоаппарат, и вернуться обратно к свой в территориальный орган. То есть... А цейсовскую оптику тоже искал он в порядка 5 лет. Вова, который там работал, в общем-то, он был директором Дома дружбы. Утром открыть дверь, вечером закрыть дверь. А еще вышестоящему начальству он накачивал шины. Унижай по полной, все равно никто не проверит. Ну, дальше Гордон спрашивает, а вы могли представить, что вот он станет президентом? И тут он пробивает на смех. Нет. Я спрашивал у людей, которые знали его, составляли на характеристики. Они мне сказали, если бы вот тогда задали этот вопрос, это было бы даже не смешно. Ну, просто... Какой-то немного наигранный смех. У меня вообще по ходу всей передачи складывается впечатление, что человек, ну, завидует, что ли, кому-то. Ну, я не про Путина говорю, вообще всем остальным. Не? Просто не смешно. Это был вот... То есть русский и украинский язык, они могучие, русские и украинские люди, они сильны в том, что вот в одном слове они могут выразить картину. Вот окурок. Окурок. Все понятно. В разведслужбах вообще псевдонимы даются, знаете, если кто красивый, его называют красавец. Если кто ушастый, его называют ушастый. Ну, лидер нынешней палестинской автономии Махмуд Аббас, агент КГБ? Естественно, он вместе со мной в университете учился. Безусловно. О, а Юрий еще и отучился в университете имени Патриса Лумумбы. Потом, значит, перерыв происходит. Супруга Лазаренко выстроила его адвокатов, там несколько адвокатов у него было, выстроила. И так ходит вдоль них, как эсэсовский фельдфебель перед экзекуцией. Говорит, я очень недовольна вашей работой. И все это она делала на глазах у Юрия, вы представляете? Но мало того, она еще кое-что говорила тоже на глазах и на ушах у Юрия. Что это такое вообще? Вы слышите, какую ахинею мой дурак несет? Похоже прямо на какой-то только что выдуманный анекдот. Ну, знаете, вся жизнь это большой анекдот. И дальше Юрий демонстрирует свои качества аналитические, причем рассказывая о западных аналитиках, он говорит, они глупые. Я считаю, что на Западе существует очень большая ошибка среди так называемых аналитиков западных, которые пытаются вложить в голову Путина какие-то стратегические замыслы там, и так далее.
Вова – это тот человек, который… Вова, с детства помню, ну не помню, потому что он вначале-то говорил, что даже и не вспомнил его, а потом связался с ребятами, и те ему сказали, что был такой Вова Путин. Но это все не важно. Вова обиделся, и поэтому Крым забрал. Я думаю, что он пошел на это, страшно обидевшись на Украину. Что вот так вот она его… Дважды. Да, что вот дважды… То есть он вложил своего ставленника, дважды несудимого. Это Янукович. А потом Вова Путин подумал, так, это мой ставленник, дважды несудимый, давай-ка я с ним заведу торговую войну на глазах у всего мира. Начну запрещать въезд там продуктов, начну там еще какие-то палки в колеса, короче, ставить. Да еще и смеются, да еще там… Песенки разные поют. То есть его прорвало. Он не мог видеть праздник свободного народа. Аналитика на высшем. Янукович и Азаров, руководители Украины, являлись агентами КГБ? Конечно. Да все являлись агентами КГБ. Кого не назови. Гордон мог спросить, скажите, я являлся агентом КГБ? Конечно, Гордон. Однозначно. Азаров. Да, и Азаров тоже. Еще будучи студентом. В студенческие годы. Что Украине делать с Донбассом? Ну правильно, зачем спрашивать, откуда ты это знаешь об Азарове? Юрий мог сказать, я с ним учился. Он страдает психическим заболеванием, таким же, как Путин. Это уже о Трампе. Трамп тоже ничтожество. Это комплекс неполноценности, злокачественный комплекс неполноценности, подавляемый нарциссизмом. Более неполноценного человека, чем Трамп, и найти тяжеловато, знаете. Миллиардер, жены красавицы. Он всю жизнь чувствует себя неполноценным. Какой-то я не такой. Вот у меня есть знакомая, которая, у нее PhD в области детской психологии. Вот она его посмотрела. Ну тогда вопросы снимаются, если знакомая. У него начинается рабочий день так, он утром встает, выпивает кофе, включает телеканалы, которые он не любит, слышит нехорошие вещи против себя, садится за Твиттер и начинает, огрызаться. А Юрий в это время смотрит на него в бинокль. Ну и как раз таки еще результаты прослушки приходят каждое утро. Трамп еще попукивает. Забыл сказать, Трамп попукивает еще между этим. Я считаю, что он не пригоден для выполнения функции президента Соединенных Штатов. Все, убрать его с должности Юрий приказал. Это, про Викиликс. Тоже агенты, это понятно, вообще понятно. Викиликс это не просто там рупор, это организация, которая связана с российскими спецслужбами в оперативных делах, в острых оперативных операциях по выводу Сноудена, кстати, в Советский Союз. И это ясно. Советский Союз. Советский Союз. Сноуден, сбежавший в Советский Союз, целовался еще с Брежневым, кстати. Речь идет о том, что группа граждан США вошли в сговор со спецслужбами враждебного государства, имеется в виду Россия, с целью захвата власти в Соединенных Штатах Америки. Ну все, а здесь уже просто такой должен взрыв раздаться и такой the end, мы все умрем. В общем-то, вот такой вот анализ, я думаю, этому человеку можно верить в любом случае, и я вижу в нем серьезного специалиста. Лично я, к примеру. Пока.